приехал. Раскладываемся. Начинаем ловить. Так, ну а я взял сегодня с собой свое новое приобретение. Таксеста 84, кстати, с тестом 1,5, 18. Брал ее как замену Сонику для уменьшения на более легких весах. Соника Мелька у меня до 21, а это Элька до 18. Но скажу, я уже попробовал ловить, и от 5 до нужных мне 14 вполне себе рабочий инструмент. Даже на 4 граммах я ловил. Тоже все адекватно и комфортно. Но ассистировать сегодня будет Daiwa Levi's 2500. Так, со шнуром 0,4 Varillas Light Game. Ну, по факту он там почти 0,5, наверное. Май месяц на дворе. Весна вовсю вступила в свои права. И я снова выбрался на рыбалку. Вот такая красота на улице. Черемуха цветет. Зелень пустилась молодая, сочная, зеленая. Красиво, все классно. И я начинаю ловить. Ну вот приманка 2,5 дюйма, 7 грамм. И я начинаю. Тут 7 грамм как будто и много уже. Оп. Есть. На первом забросе. Но это кушок небольшой. Вот он, разбойник. Поймал на первом забросе. Что, он будет дальше клевать? Конечно. Такого малыша мы отпустим. Но если будет покрупнее, то можно, в принципе, брать. Ну, куда ж ты? Идет? Идет. Куда он денется? Будем разоблачать мифы. Если поймал на первом забросе, будет ли клевать дальше? В предыдущей рыбалке я не поймал ни на первом, ни на втором, ни на 1500. А тут поймал на первом. Я думаю, что и дальше должно клевать. Зацеп или кто-то хватал за хвост. Кто-то стянул приманку. Под конец шел. И за хвост перехватил. Так, что сегодня? Значит, окунь будет у нас, да? Вовсю. Сейчас, наверное, самое оптимальное время. Старый камыш уже отмирает. Высокий он какой. А молодой еще не поднялся. И как-то места для заброса больше. Еще даже зимой тут было совсем не так. Оп, опять прихватывает.
Ну, совсем откровенная мелочь. Под берегом, да? Есть такое, кто-то прихватил и стянул полностью приманку. Так я уже не насажу. Значит, можно ее перевернуть и в другую сторону насадить. Ну вот примерно вот так. Тоже рабочий вариант. А когда уже и тут оторвут, вот эту часть можно оторвать и уже ближе сюда перенасаживать. Короче, приманка долгоиграющая. Значит, тут и под берегом на кого-то можно рассчитывать, да? Ну-ка. Так, еще есть, это тоже покрупнее, такое ощущение. Опа. Этот боец уже покрупнее, но все такой же мелкий. Ну что, примета не работает, клюет. После первого заброса, после пойманной рыбы на первом забросе и дальше. Что ты тут? Подожди. Ну-ка, побегу я. Так. Вот и стоят они там на границе мелководья с ямкой. Как начинаешь в ямку сваливаться, так они и берут. И второй там уже взял. Оп. Сейчас поклевка была. Так, с лайтиком прийти. С ультралайтиком я имею в виду. Прийти таких интересно половить. Но у меня комплект немножко помощнее. И можно было бы что-то более весомое подтягать. Хотя таких тоже приятно. О, это уже что-то поинтереснее. Может, пока просто кажется. Не крупный окунь тоже. Все одного размера сегодня, да? Ну, это, наверное, самый большой из них. О как. Клюнул за краешек губы. Ну вот тебе и клюет на первом забросе. Эх, бедолага. Разорвал ты себе губу. Иди. Неужели тут нету среди этой малышни особей покрупнее? Понятно, что они самые шустрые, эти мелкие. Но вот клюют все одного размера. Из 3 пойманных все как один. Последний только чуть крупнее. Так, ну ладно, на окуней размениваться не будем. Еще пару забросов я тут сделаю. О! Угу. Хотел сказать, и под берегом он взял. Это уже 4-й. Да. Стянули. Начала сползать, уже разбилась тут вся эта приманка. Теперь можно ее взять вот так, оторвать и насаживать снова.
мишенью пойдем. Это окуня тоже может понравиться больше. Вот, вполне себе еще рабочая приманка. Когда лень лезть в коробку за новой. Ну или просто нету новой. Да и это еще половит. И вот непонятно, куда бросать. Два взяли вот тут на середине дистанции. На смене. На входе в ямку. Один под берегом, возможно, с этой ямкой я провожал. Один там на выбросе. Они тут на все дистанции заброса могут клюнуть. Поэтому кидаю на полный выброс и веду. Ну, последние забросы что-то никто не отзывается. Надо переходить на новое место. Сейчас еще 2-3 сделаю. Просто интересно. Может быть, это модификация моей приманки повлияла. В чем, конечно, я сомневаюсь. Мне кажется, он просто сместился. Этот окунь. Небольшая стайка была. 4 я из нее подержал на крючке, наколол. Просто хочу на эту же приманку, которую я укоротил, еще одного поймать, чтобы понимать, что дело не в этом. Так, ну тут все затихло, пойдем дальше. Хочу сходить пару точек, тут вернуться назад от того момента, где я заезжал. Так, перемещаемся. Делаю буквально по 2-3 заброса. Не 2-3, 3-4 где-то с точки. И дальше иду. Растительность уже из воды поднимается потихоньку. Оживает, скоро тут все закроет кувшинкой. Погодка, красота. Ветра практически нету. 4 окунька я уже словил. Программу, так сказать, минимум выполнил. Еще бы что покрупнее в виде щуки словить. Это у меня уже с марта месяца заказ висит. Невыполненный. Какую рыбу вам словить? Щуку. Щуку? Будете есть? Да. Все. Хорошо. Надо бы как-то с этим делом. Оп! Догнал чертяка. Прям моментально так выскочил с воды. Ушел. Нет, стоит вот. О, пошел. Будешь еще клевать? Прям пулей такой. И догнал его. Да, мелкий окунь сегодня в ударе. Но нам-то он менее всего интересен. Надо бы что-то покрупнее, да по увесисти половить. Ага. Есть еще один карапуз. Да подожди ты. Ну, погоди. Ушел. О. Кто это гоняет? Кто-то гоняет. Их тут поверхностью. Жерех, щука.
Ну-ка попробую я провести. Опа! Еще один. Ну, под берегом на равномерку они догоняют. Если так будет интенсивно клевать, я уже начну скоро вас брать. Куда такую мелочь? Пускай подрастает. И вот так выматываешь, и он тут хватает. Обычно. Но не в этот раз. Так. Пройти ближе к камышу, что ли? Ты совсем близко хотела. А? Это уже щучка небольшая. Так могу не поднять, я должен поднять. О, какая шнурогайка. Да тише ты. Давай-ка тебя быстренько отпустим. Взяла ты аккуратно. Опа. Ну давай, беги. Восвояси. Оп, туда. Так, ну и вот первый товарищ. Вялосонный какой-то, и на него уже циперметрин подействовал. Сейчас мы ему добавим. Сразу и сдох. Ну что, половил я, значит, уже на заливе. Какая-то утренняя активность присутствовала. Да, клещи тут на каждой ветке. Но, видимо, уже затихла эта активность утренняя. Я решил сменить место. Пойду на речку, там, где присутствует небольшое течение. Может, там какая-то активность еще сохранилась. Что-то удастся там поймать. В любом случае, надо менять местоположение. В одном месте целый день не прорыбачишь. Если не клюет, надо искать новое место. Ну, вот так перемещаться. Да, где-то, да, будет наша добыча, за которой мы, собственно, и пришли. Ну, вот, надеюсь, сейчас на реке что-то половлю, что-то получится. Ну, в принципе, уже этой рыбалкой я доволен. Пускай рыбка вся не крупная, а кушки такие, не знаю, наверное, до 100 грамм. Но все же приятные, бойкие, активные, с поклевочками. И щучка одна проскочила. Поэтому я в целом уже как бы рыбалкой доволен. Сейчас еще покажу тут, наслаждаюсь живописной природой, расцветающей после зимней спячки. Здорово. Ну все, пошел на речку. Несомненный плюс у выдорсов еще и в том, что клещу просто некуда забраться под одежду. Он должен проползти наверх до самого
верха вейдерсов. Только тогда он сможет как-то условно там даже ему придется вниз ползти. Ну, короче, ему до самой шеи надо ползти, чтобы попасть ко мне на тело. При этом я везде обработан циперметрином. Здесь, 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 здесь. И когда он проползает даже вот условно от ботинка до колена, он уже настолько опьянен. Он, кстати, мелкий, ползет. Настолько опьянен циперметрином, а тут у меня еще на поясе еще раз обработано, и здесь обработано, что он становится как полумертвый уже и не в состоянии ни быстро ползти, ни представлять какую-то угрозу, опасность. Он просто парализуется, поскольку на него вот и отваливается, поскольку на него циперметрин действует как нейропаралитический. Он перестает двигаться и вплоть до гибели. Вот такая вот схема. Поэтому как бы клещей много, но я не особо переживаю. Надо, конечно, следить, вовремя их сбрасывать, если они сами не падают. Ну, а в остальном как бы особой опасности они, если я одет в вейдерсы, куртку, обработан циперметрином, не представляют для меня. И можно безопасно рыбачить. Поскольку эти товарищи носители одних из неприятнейших болезней для человека. А нам это не надо болеть. Надо рыбу ловить. Она что-то перестала клевать, не ловится. Опа! Окунь. Выходил окунь. И уже даже схватил его. Я его поднес немножко. Разбойники эти мелкие. Сегодня не дают скучать. Если бы не они, то опять же был тухляк полнейший. Посетила меня такая идея, почему бы мне здесь тейлспиннер не погонять. Пока кувшинка позволяет, не у самого одно, разумеется. А так, пол воды где-то под поверхностью, вот как раз где там малек ходит. Может быть, на него кто-то увидит. Сейчас посмотрим. Недалеко. Угу. Есть такой разбойник. Соблазнился. Он все же... Блин, у нас 3 крючка, ты его умудрился. Ну вот как-то так будешь жить. Давай, беги. Так, тейлспиннер я разловил успешно. Будем считать. Вся рыбка-то так себе. Так, ну что еще? Где проведем? Может быть, вот здесь? Опа. Угу. Еще один пробовал. Еще один пробовал. Подбивал. Ну тут мелкий окунь стоит. Не хотит более. Вот
отвес окуня ловлю. Подходил один, интересовался и ушел. Остальная уклейка плавает или что там. Чуть-чуть подальше попробую. Сколько я прошел? Всего ничего, сразу в одном месте 3, там где-то 4, тут 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 штук сразу. А прошел я всего ничего. Сколько тут? Метров 200 по траве. Так, еще один разбойник. Какой он бойкий. Ну вот, сегодня преимущественно такие окуня клюют. А что это за размер? Смешно такое ловить. Но быстро надоедает такая ловля. И как бы можно было бы на точке стоять, ковырять их, вот таких вот сорванцов. Кое-какие бойки очень даже интересно ловить, но быстро надоедает. Поэтому 2, 3, 4 поймал и смещаешься, переходишь на новое место. Давай этого мы отпустим. Ну-ка, беги. Ну а теперь самое время сделать небольшой привальчик. Дать возможность отдохнуть ногам, спине. И просто полежать, насладиться шелестом молодой зеленой листвы березы, посмотреть на ее крону и небо сквозь нее. Здорово! Ну, а рыбалка сегодня получилась вот такая. Ходовая, продолжительная достаточно. Клевала в основном в первой половине дня. Можно сказать, даже в первый час рыбалки интенсивный клев был. Потом как-то все сошел на нет он. Ну и вот последнего окуня, наверное, с час назад словил. И с тех пор больше не клевал. Сейчас вот пару мест еще прокидаю. Ну, в принципе, в целом рыбалка это более красивая река весенняя, с сочной свежей зеленью. Воздух наполненный ароматами цветения различных деревьев, трав. Здорово, классно, настроение отличное. Рыбалка тоже не самая плохая. Ну, в основном, да, окунь преобладал. Щучка была всего одна небольшая. Окунь, конечно, его можно было наловить. Будь здоров. Клевал он сегодня задаться с целью поставить небольшие приманки и телепать его под бережком. Но это такая рыбалка, которая очень быстро надоедает лично мне. И хочется какой-то все-таки более существенной рыбы. Поэтому вынужден передвигаться, искать. Но не всегда получается ее найти. А если находишь, как вот в том месте она малька била под берегом в двух местах,
а мои приманки игнорировала. Ну, вот так бывает тоже. Ну, в целом, что я говорю, рыбалка отличная. Какую бы, хотя бы такую. Каждый раз, чтобы клевала. Окуней, я говорю, ну, наверное, с десяток я даже сбил со счету, сколько их наловил. Но это не самоцель, поэтому так, говорю, ну, приятно, конечно, когда такая поклевочка сопротивляется. Комплект у меня сегодня достаточно легкий, поэтому, ну, ловить было интересно. Пойду домой. Пойду выбираться, пару мест еще пройду и буду выбираться домой уже. Вот такая получилась очередная рыбалка.